Будучи в Буэнос-Айресе, я посетил финал чемпионата мира в Центральном парке и смотрел на большом экране с фанатами Аргентины финальный матч. Было замечательно, душевно и супер. И также меня интересовал вопрос, кого они здесь почитают больше, Марадону или Месси. И я задал этот вопрос людям до матча, во время матча и после матча. И вот что они мне отвечали. Марадона или Месси? Месси! Месси, Месси, Месси! Месси! Самый лучший, самый хороший! Месси! Месси! Лионель! Месси! Марадона, Марадона! Месси, Марадона, everyone! Месси! Не знаю, как для вас, кто круче, Марадона или Месси, напишите мне в комментариях. Для меня ответ на этот вопрос очень прост. Для меня, естественно, круче Марадона. Почему? Объясню. Смотрите, у Месси в 12 лет был диагностирован какой-то там синдром. Одним словом, он не рос. И ему прописали гормон роста. Любой спортсмен вам скажет, что гормон роста – это самый главный допинг в спорте. Посмотрите на Марадону, он фигарил кокаин и играл как бог. Посмотрите на современных футболистов. Если им дать кокаина, я посмотрю, как долго они протянут. То есть, одним словом, Марадона для меня топ. И я иду по местам Марадоны в Буэнос-Айресе. Ну, и так я добрался до квартиры, где проживал Диего Марадона. Это первая квартира, которую ему выделили Argentinos Juniors. Argentinos Juniors. Or Argentinos Juniors. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Как-то так это произносится. Его первый клуб выделил ему эту квартиру и его семье. И вот здесь сейчас устроили музей. И вот я добрался, сейчас посмотрим, как в конце 70-х, начало 80-х жил Марадона. И как жил, не тужил. Вот, собственно, дверь. И памятная доска здесь Диего Армандо Марадона. Установлена в октябре 2016. При входе нас встречает сам Диего Армандо. Вот такой вот весь из золота, причем с 2 мячами. Так, добрался до туда, где жил Бог. Хорошо, Марадона жил здесь с 1978 года. Этот дом достался ему от Argentinos Juniors. Когда он подписал первый свой контракт с ними, он получил этот дом. Вот на этом фото запечатлен тот самый момент, когда президент клуба вручает ключи от дома Диего Армандо. А стадион этого клуба недалеко отсюда. Да, буквально 5 перекрестков отсюда. Вы должны обязательно посетить этот стадион. Да, на фото вы как раз видите момент вручения ключей. Это отец и мать Диего. Он выглядит очень молодо. Да, ему здесь всего 18 лет. А вот в этой комнате жили братья Диего. Вот здесь вы можете увидеть фотографии братьев Диего. То есть, по сути, он спас свою семью? Да, именно так. Диего мечтал вывести свою семью из Вилла-Феррито. Вы что-нибудь знаете об этом месте? Если честно, нет, мы первый раз слышим. Это очень-очень бедная деревушка. Дом Диего был очень-очень маленький, а семья Диего была очень большой. Было 10 человек в этой семье. 10? Да, его отец, мать, сам Диего и 7 сестер и братьев. Вот посмотрите, у них даже не было водопровода. Для меня это самая важная часть истории. У него не было дома, у них не было, по сути, жизни там. То, как вы видите, этот дом полностью оригинальный. За исключением вот этого места, вот здесь была стена. Эта стена разделяла гостиную на 2 части. Здесь была гостиная, а вот здесь была комната для сестер Диего. Что это за футболки? А это просто донат от людей. Но самая главная футболка здесь — это вот эта футболка. Ее носил сам Диего. Он участвовал в турнире Южной Америки, где участвовала Бразилия, Аргентина и так далее. О, а тут у нас газетки. Да, посмотри, чемпионы мира, чемпионы мундиаля.
Это с 1986-го? Нет, это 1979-го. Он выиграл чемпионат мира среди юниоров. Кто круче, Месси или Марадонна? Да, оба они классные, нельзя их сравнивать. И все эти вещи с того времени? Смотри, они здесь смотрели телек. Телевизор стоял в углу. О, посмотри, вся ванна в розовом. Марадонна, видимо, любил розовый цвет. О, посмотрите. Да ладно, не лезь в личную жизнь. А кто сейчас владеет этим домом? Вообще, Марадонна покинул этот дом в 1981 году, так как он подписал контракт с Бока Хуниорс и мог себе купить более хороший дом. После этого здесь жило еще 2 семьи, но впоследствии юрист Марадонны выкупил этот дом, и теперь этот дом является его собственностью и является музеем. Такая вот маленькая кухонька для 10 человек. Родители, Диего и его сестры и братья. В семье Диего было 10 человек. Да, Родители и всю семью он привез сюда. 7 братьев и сестер. молодец. Ну, в конце 70-х, начало 80-х. Вот так вот выглядела его их кухня. Итак, мы поднимаемся по лестнице на 2-й этаж в ту самую комнату, где жил сам Диего. Любил музыку, как и все обычные мальчишки 18-летние. Но помимо всех мальчишек, он очень хорошо играл в футбол. И, кстати, он показал контракт, первая его зарплата, была в те времена 80 тысяч. И это была самая маленькая зарплата из всего клуба, который он получал. Диего, самый молодой футболист клуба, получал меньше всех. Но как-то он выторговал квартиру для своей семьи. Алтарь Бога, так сказать. И, как обычно, музей всегда заканчивается сувенирной лавкой. И дом Диего Армандо Марадонны не исключение. На 2-м этаже вас будет ожидать вот такая сувенирная лавочка. Тогда же фамилии не писали на спинах. Тогда фамилии на спинах не писали. Да. Кружечки. Ну, вам что-то не все говорит, что-нибудь. Типа роспись. Роспись? Да. Son pedacitos de mármol blanco de la casa. Это куски из стен, которые упали из стен от этого дома. Стены, которые они забрали? И они поставили тут роспись. It's natural, yeah? Who knows? Okay, enough. Okay. Brillosa esa, ¿viste? Песо. Супер, thank you. Песо. Ну что, я был в Доме Бога? И вот эти 2 машины – точные копии тех машин, которыми владел Диего Армандо. Yeah. Окей. Марадон ездил на «Жигулях», пацаны. На «Фиате». Да, «Фиат», да. Это его первая машина, реплика. И вот такую он купил позже.
Ну а мы двигаемся дальше к стадиону, на котором впервые сыграл Диего Марадонна. Чем ближе вы подходите к стадиону, тем больше граффити с Диего вы видите. Вот это первый стадион Диего Марадонна. Здесь он делал свои первые шаги. И первый матч профессиональный он сыграл здесь. Итак, я посетил магазин Argentinian Juniors. Подзатарился здесь чуть-чуть. И вот у меня такое мнение возникло, что этот клуб вообще существует за счет вот этого парня. Я подозреваю, что клуб играет где-то в низших дивизионах, но вот все туристы сюда приходят затариваться. Диего разных годов. Клуб Argentinian Juniors. Проще говоря, аргентинские юниоры. Клуб существует с 1904 года, является трехкратным чемпионом Аргентины и обладателем Кубка Либертадорес с 1985 года. Надо сказать, клуб выиграл это все без участия Марадонны. Марадонна отыграл 4 сезона за этот клуб и каждый год становился лучшим бомбардиром этого клуба. После чего был продан за 1 миллион фунтов в Boca Juniors. За счет этих денег они прикупили новых игроков и уже в 1985 году выиграли Кубок Либертадорес, и на следующий год, после того, как Марадонна покинул клуб, стали чемпионами страны. Кто помнит, Диего за Барселону 2 сезона отбегал. Как видите, Наполи времена. Граффити, посвященные тренерской карьере. Ну и, естественно, времена игр за сборную. Но, как видите, не только сама Аргентина гордится Диего, но, естественно, этот клуб очень горд тем, что Марадонна начинал свою карьеру в этом клубе. Как видите, весь стадион разукрашен в граффити Диего. Множество туристов сюда приходят и затаривается в магазинчике. Стадион вмещает около 20 тысяч зрителей. Ну и если вам удастся пройти по местам Диего Армандо Марадонна, обязательно посетите этот стадион, он недалеко от квартиры находится. Буквально мы шли минут 10, наверное. Вот это вот старинная граффити. И куда же без знаменитой руки Бога? На улице было очень жарко, и мы решили заскочить в кафешечку охладиться напитками. Кафешечка оказалась очень марадонной, так сказать. Ух, какой ресторанчик! Сразу при входе вас встречает бюст самого Диего. Прямо история жизни Диего в фотографиях. Да, и не забываем подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео из Аргентины. И это прекрасная кафешка неподалеку от стадиона, первого стадиона Диего. Цены в кафе, так сказать, прилагаю. Вот такие баннеры по городу с Диего Армандо Марадонна висят. То есть, это какая-то реклама Катар Авиалиний, но тем не менее круто. Не знаю, ребят, для меня тут одна десятка существует. Диего Армандо. Мне этот парень, конечно, крут. Но Диего — это легенда. Как видите, по цветам зданий мы приближаемся уже к другому стадиону, к другому клубу, который сыграл значимую роль в истории Марадонны. Если вы, как и я, решите посетить все места славы Диего Марадонны, то вы обязательно должны посетить стадион Boca Juniors, где много лет подряд Диего Марадонна выступал за этот клуб Boca Juniors. Вот и стадион Boca Juniors за мной. Сейчас пойду посмотрю. Может, там есть какие-то туры, стопудово там есть шопинг, что-нибудь себе прикуплю. Одним словом, погнали, посмотрим. Внутри стадиона оказался музей клуба Boca Juniors, который вы можете посетить за небольшую плату.
Музей, надо сказать, очень интерактивный, очень познавательный. Много истории клуба узнаете, много вообще об аргентинском футболе. Клуб, как вам известно, очень популярен во всем мире. Выиграл много трофеев. Вот некоторые факты, которые я узнал из этого посещения музея. Бока Хуниорс — один из самых именитых клубов мира. Он выиграл 22 международных кубка. Уступает по этому показателю только Реалу Мадрид. Реал выиграл 26 кубков. 6 раз выиграл Кубок Либертадорес. 3 раза межконтинентальный кубок. 35 раз становился обладателем чемпионского титула Аргентины. Надо сказать, что заклятый враг Бока Ривер Плейт выигрывал звание чемпиона 36 раз. Но к нему мы вернемся чуть позже. Номер 10. Самый важный номер в истории этого клуба. Диего Марадонна, как вы видите, играл под этим номером за Бока. И с тех пор этот номер отдают только лучшим. Бока Хуниорс, кстати, является клубом рабочего класса. И по праву является народной командой. За нее болеет 40% любителей футбола Аргентины. Кстати, наш герой Марадонна, когда перешел из Аргентины Хуниорс в Бока Хуниорс, сыграл всего 1 сезон за Бока Хуниорс. И после чего перешел в Барселону. Также последние 2 года своей профессиональной карьеры как футболиста Марадонна провел в Бока Хуниорс. Одним словом, приехал после Европы заканчивать свою карьеру в этом клубе. Надо сказать, его папа болел за Бока Хуниорс, то есть поэтому он туда и перешел. Кстати, в 2021 году вышел телесериал про юные годы Марадонны. Я сам еще не посмотрел, но многие хвалят. Естественно, как после любого музея, вы можете посетить фан-шоп, чем я и воспользовался, и, собственно, подзатарился. Напротив стадиона, кстати, находится большое количество лавочек, которые также продают атрибуцию Бока Хуниорс, но немножко неофициальную. Мягко говоря, совсем неофициальную. Но если вы хотите сэкономить, вам прямая дорога туда. Они прям замутили улицу звезд, игравших за Бока. Диего всегда найдет нас в Буэнос-Айресе. Посетив все места славы Марадонны, было бы нечестно не посетить стадион их кровавых врагов Ривер Плейта. Вот я, собственно, понаехал на стадиончик. Но так как я здесь оказался 24 декабря, это уже Рождество здесь, и все закрыто, музейчик оказался закрыт. Но я сейчас попробую пролететь на дроне. На дроне, надо сказать, мне тоже не удалось полетать, так как стадион находится недалеко от аэропорта. Скажите, нахрена в Гугле писать, что вы работаете, и обламывать людей? Вот я здесь пока стоял 5 минут, я не знаю, человек 10 пришло в этот магазин, в этот музей, на этот стадион, и обломчик. Все, что я здесь увидел, это вот это живописное граффити, вокруг которого, видимо, по традиции посетители музея наклеивают билетики. Билетики после посещения музея. Ну что же, будет повод вернуться в Аргентину и в Буэнос-Айрес. На самом деле, мне этот город очень-очень понравился. И ожидайте на моем канале видео об этом городе. Как вы знаете, Аргентина стала чемпионом. И в честь этого несколько дней по всему городу все табло имели вот эту надпись «Спасибо команде за победу». И как видите, после победы появилось очень много новых граффити. И как видите, они уже с Лионелем. Такие доски объявлений по всему Буэнос-Айресу. И все они, видите, как обклеены. А Месси устал после финала, вот прилег, отдыхает, расслабляется, так сказать. Ну, может себе позволить, чемпион. Диего Армандо Марадонна, бог Аргентины. Вот такое у меня незамысловатое видео получилось по местам славы Диего Армандо, так сказать, бога футбола. Вот когда мы начнем верить в футбол так же, как верят аргентинцы, тогда в этот момент мы, скорее всего, и выиграем чемпионат мира. Всем удачи, подписывайтесь на мой канал,
и наслаждайтесь футболом. Любите эту игру. Так, ребята, Марадона – это не только Аргентина, но и Наполи. И поэтому я подумал, почему бы не закончить вечер в неаполитанском ресторане? Да еще в каком? Судя по фото в Гугле, он очень даже живописный. Ресторан оказался и вправду очень живописным и музейным, но это уже совсем другая история. И к Марадона она не имеет никакого отношения. Скоро на моем канале выйдет серия видео про Аргентину, так что не упускайте момент, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписки и все такое, чтобы не пропустить эти самые видео. Будет интересно.